Добрый день, дорогие друзья! Хочу представить сегодня вашему вниманию мастер-класс вот такой вот вазочки с аппликацией. Вот так как Новый год у нас будет год тигра, я решила сделать вот такую вот стайку тигрят. Покажу вам, как сплести вот такую вазу двухцветную, так чтобы полоски у нас были не по кругу, а именно поперек. Так чтобы вот как у самого тигренка бывает. Вот так. Как вот сплести такую вазочку, я вам сейчас покажу и расскажу. Так, ну вот для такой вазы я решила использовать вот такую вот форму, такую вазочку. Она такая сразу круглая, она немножко неустойчивая, когда ее плетешь, но так как мы будем делать еще ножки, так что она будет нормально хорошо стоять. И сначала я сделала беленькое, потому что у тигра животик как бы беленький, да. И вот сейчас я уже что делаю? Так как начало у меня уже готово, я подвязываю сразу форму вот сюда и меняю трубочки на черно-оранжевые, вот, и начинаю плести вот саму вазу, то есть туловище этих тигрят. Вот так. Сейчас я все это подвяжу, поменяю трубочки, покажу, каким плетением буду плести в саму вазу. Так, ну вот я подвязала донышко к форме, вот, и начинаю оплетать пока вот таким вот образом, сверху вниз. Вот две трубочки мои, одна оранжевая, другая черная. Вот я поменяла белую трубочку на оранжевую, черную, и так как у меня количество стоячков четное, да, и мне нужно, чтобы полоски у меня были не вот так по кругу, да, а именно вот так вот полоски, потому что если, допустим, тигр, туловище на него посмотреть, то оно вот так вот идет вокруг вот так вот идет, не вдоль туловища, а идет вокруг, поэтому вот полоски мы сейчас будем делать так, чтобы они были как раз таки не по кругу, ну, не вдоль туловища, а как раз таки вот то есть мы сейчас плетем веревочку двумя трубочками. Вот одна из них черная, другая оранжевая. И так как количество стоячков у меня четное, то полоски будут образовываться оранжевые и черные. Вот плетя по кругу будут получаться полосочки. Вот так. Ну, сейчас я немножко пройду хотя бы вот так, чтобы можно было уже перевернуть вазочку, да, тогда включусь. Вот сейчас по кругу вот так вот буду плести, прижимая стоечки к этому форме. Вот таким образом. Вот этот ряд пройду и покажу вам, что у меня черное будет под черным, оранжевое будет под оранжевым. Так, вот посмотрите, я закончила ряд, перехожу на другой ряд, и как раз таки у меня получается черная трубочка над черной, вот под черной. Стоечки так оплетаются, что черные ряды под черными, оранжевые под оранжевыми. Вот так. Это от того, что у меня четное количество стоячков. Так, ну вот хочу вам показать, что у меня получается. И посмотрите. То есть я теперь уже перевернула вазочку и могу спокойно оплетать до самого верха. 4 прищепочки я прикрепила, чтобы у меня не сдвигалось, не скользило донышко вот по поверхности вазы моей формы. Вот так. 4 прищепочки, больше не надо. Если в процессе плетения сдвинется, то может получиться однобокая такая в одну сторону, оплетая форму вазы. Ну вот так, сейчас до конца пройду, посмотрю, какую загибку можно сделать. Вот. И потом... Так, вот как видите, вот такая вот у меня вазочка уже получилась. И теперь по поводу загибки. Значит, загибку делать не хочу в плане того, что я хочу, во-первых, сначала немножечко сузить сюда, чтобы вот сама ваза приобрела такое хотя бы немного овальное такое состояние. Почему? Потому что все-таки это же как бы спина, вот тигрят или тигренка, как там сказать, да. И хочу проплести настолько, чтобы потом можно было просто загнуть вот так.
То есть сейчас я буду плести таким образом. Все время буду пригибать стоечки вот сюда вниз. Так, сейчас я вам покажу, как это я буду делать. Секундочку, наращу стоечки. Так, ну вот как видите, я вот так пригибаю трубочки сюда, в серединку. И до самого конца вот доплету, так, чтобы можно было вот так вот их загнуть. Еще хочу показать один вот такой небольшой наработку, что ли, я не знаю. Вот у меня две трубочки. Одна сейчас у меня срезана насквозь, а другая наоборот, просто обрезана прямо. И мне сейчас нужно вставить вот оранжевую трубочку сюда, нарастить, а черную сюда. Вот черную трубочку, кончик, я обмакиваю в клей и вставляю ее вот сюда, вот так, в оранжевую трубочку. Вот таким образом. То есть я ее смазываю клеем. И вытаскиваю и одеваю вот сюда, вот так на оранжевую трубочку. А этот кончик уже в клее, и я просто вставляю его вот сюда, в черную трубочку. Вот таким вот образом. Может кому-то пригодится, скажем так. И начинаю оплетать. Все время пригибая вовнутрь трубочки, стоечки. Так. Ну, наверное, придется пройти хотя бы вот до конца вот этих вот стоек, которые у меня самые маленькие, да, и потом попробую их просто загнуть туда вовнутрь. И после грунтовочки просто обрезать потом эти кончики. Вот так, таким образом я прижимаю стоечки вовнутрь и как бы имитирую вот закругление спинки нашего тигренка или тигрят. Как сейчас у меня получится, тут 100% пока еще не уверена, как это будет смотреться. Вот так. Все время пригибая вовнутрь, я оплетаю. Вот мне нужно, чтобы они туда ушли. Как только дойду до нужного момента, я вот так вот вообще просто положу. Вот, и буду уже плести вот внутри. Так, ну вот посмотрите, что получилось. Вот это потом после грунтовочки все обрежется, и краешек будет вот такой внутренний. Теперь нужно разобраться с этими салфетками. Я сейчас все это вырежу, приготовлю, покажу вам, что я буду делать дальше. Так, ну вот не знаю, понравится вам такая идея или нет, но я хочу сделать вот таким вот образом. Я купила вот такие вот салфетки, да, вырезала из них вот так вот тигрят, головы, и решила сделать, значит, количество вот этих вот голов вокруг. Вот у меня получается 8 штук. Это получается, что львы, как бы львы лежат друг к другу спинами, и мордочки. Здесь вот будут еще лапки. Сейчас вот я приклею сначала вот саму салфетку вокруг. Значит, смотрите, я вот салфетка сама, вы сами знаете, у нее есть белая сторона. Ее можно отслоить, если надо. И есть... В общем, здесь я белый этот слой не отделяла. Почему? Потому что если просто тонким слоем наклеить вот саму эту мордочку на шкатулку, то она сольется вот с этой, как ее, с самой вазочкой. И видно не будет ее. Значит, ну вот таким образом я сейчас еще добавлю 8 штук вот таких тигрят. И покажу, как буду делать. Немножечко подсохнет. И, ну, собственно говоря, ножки-то плести можно. Потом уже, когда подсохнет немножко, буду их соединять. Раньше никак нельзя было сделать ноги. Почему? Потому что я не знала точно, сколько мне вот получится вокруг таких вот голов. Вот. Ну, сейчас с головами закончу, потом подключусь. Так, ну вот я приклеила всех тигрят. Конечно, когда они высохнут, совсем вид будет другой, как вы понимаете, да? Они сейчас еще мокрые, сырые. Вот. И как только ножки будут готовы, хотя бы одни вот ножки я сделаю, а потом покажу вам, как это я буду делать. Так, ну вот высохли мои тигрята. Теперь нужно сделать лапки. Я хотела сначала возле каждой головы сделать по лапке, но поняла, что будет очень грубо смотреться и некрасиво. Поэтому приняла вот такое решение. Вот смотрите, я набрала стоячки вот на таком уровне, да, и сейчас проплету
один ряд проплету черными трубочками, потом оранжевыми. Сколько там получится, пока не знаю. Вот. И после этого я уже отрежу трубочки так, чтобы получились коготочки. Вот сейчас пройду пару рядов веревочкой. И тогда покажу вам, что у меня получилось. Вот так согнула, как обычно. Соединила две трубочки и начинаю плетать веревочкой. Вот так по кругу. Стоечки коротенькие, там поэтому 3-4 ряда будет достаточно для того, чтобы потом обрезать, подровнять ноготочки. Лапки тоже у тигров полосатые, поэтому вот сначала черными трубочками, а потом оранжевыми пройду. Вот так. Вот сейчас я сплету полосу из веревочки, потом покажу вам, что у меня получилось. Так, ну вот такие вот лапки, коготочки получились. Вот смотрите, когда она стоит, вот так. Получилось вот так. Ну, теперь я ее отгрунтую, обработаю все как надо, потом вам покажу, что у меня получилось в общем сложности. Так, ну вот хочу вам показать, что у меня получилось. Вот такая вот вазочка. Вот такие накаточки я сделала. Вот такие вот тигрята наклеила. Единственное, что хочу вам сказать, что если вы все-таки надумаете сделать вот что-нибудь подобное, пожалуйста, не надо грунтовать перед тем, как наклеить, вот перед тем, как наклеить саму вот эту вот салфеточку, да, нужно сначала отгрунтовать, а потом наклеить. А салфеточки уже потом просто покрыть лаком. Вот. Потому что я совершила такую ошибочку, сделала, короче говоря, грунтовочку сразу наклеила, потом загрунтовала. И пришлось снова переклеивать. Хорошо, что салфеток было много и хватило. Вот. Вот. Такая вот вазочка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч. До свидания.